Всем привет! Это арт-студия Единорог, и сегодня я предлагаю тебе порисовать акварелью ботанические мотивы. Ну что, начнем. Я заготовила вот такой формат бумаги для того, чтобы мы потренировались, чтобы это не было очень большим листом. Мы будем рисовать на таком вот формате, половинка А4. Я для начала беру карандаш простой и буду рисовать листочки. Первый листочек я нарисую вот такой формы. На акварельной бумаге старайся рисовать более тонкими линиями. Вот такой листочек. На листочке я нарисую сначала середину. Так. А теперь от этой середины я нарисую дырочки. Листочек у нас будет такой типа монстеры или что-то в этом духе. И у него будут вот такой разного размера дырочки. Потом мы подотрем лишнее. Вот так. Теперь я вот эту серединку сотру. Она нам больше не нужна. Мы оставляем только дырочки. Вот так. Вот такой у нас первый листочек получился. Так, вот здесь я нарисую цветочек. Цветочек будет очень простой формы. Обычный пятилистник. Но мы сделаем листья не одинакового размера, а немножко поиграем с формой. Так. Подправлю. Какие-то листочки можно сделать побольше, какие-то поменьше. Кто-то из них поуже, кто-то потолще. Вот эти нижние листочки я перераспределю. Так, вот они у меня будут вот такие. Да, вот так это уже выглядит лучше. Немножко сделаю линию потоньше. Поаккуратнее и потоньше. Вот над этим листочком еще поработаю. Из этих элементов в дальнейшем можно будет собрать паттерн. Паттерны — это у нас такое изображение, которое печатаются часто на подарочной упаковке или на коробках каких-то, или на открытках. Так, добавляем еще элементов. Давай вот здесь добавим лист. Вот такой формы, как лист кувшинки. Опять же, немножко я хочу поправить. Не очень мне понравилось. Сделаю поуже. Не бойся исправлять. Делать форму такую, чтобы она тебе нравилась. Потому что краской всегда успеем нарисовать. Но ты ничего уже не сможешь исправить, если начнешь рисовать краской. Так. Вот здесь я добавлю, давай вот в этом месте, еще один цветочек. Он у нас будет такой формы, как будто он не распустился еще. Вот так. Так, а здесь я хочу нарисовать бабочку. Такое тело у бабочки. И вот такие крылья.
Крылья должны быть примерно симметричны, не обязательно, чтобы они прям были идентичны, но если у тебя получится нарисовать более не менее симметричные крылья, будет здорово. Немножко сделаю поменьше голову. Нарисовала очень большую. Вот так примерно. И на голове я сделаю усики. Вот такие усики. Такая бабочка у нас получилась. Ну, давай еще добавим какой-нибудь листочек вот сюда. Вот такой формы, например. И на нем я, наверное, тоже хочу сделать дырочки. Дырочки вот так. Так. Вот такой формы дырочки. Что еще? Можно несколько элементов добавить. Например, добавить небольшой листочек. Также в такой форме сердечко листочек. И у него вот здесь такой стебелечек будет. Еще несколько цветочков добавим поменьше размера. Только нужно, чтобы они отличались друг от друга по форме. Также мы потом поиграем и с цветом. Так, вот такая у меня получилась заготовка. Теперь приступим к работе с акварелью. Для этого я возьму кисточку. Кисточку надо взять с острым концом, вот такую. И беру акварель. Для работы с акварелью я всегда использую палитру. Можно взять не палитру, например, а тарелочку белую. И на тарелочке разводить цвет, потому что акварель любит воду. Я прям беру водички. Начнем с листа использовать цвет. Возьму зеленый цвет. Смотри, у меня есть вот такие выкрасы на мои красочки. И по ним я ориентируюсь, какой цвет я хочу брать. Я хочу взять зеленый. Зеленый, такой прямо травянистый зеленый цвет. И вот так я его замешиваю. Делаю жидкую красочку. Это у нас будет основа. Рисовать мы будем по мокрому. Начнем вот с этого листа. Начинаю я с этого листа, потому что я левша. И мне нужно начинать работу от конца, чтобы потом рукой не задевать. То же самое и касается, если ты правша, то тебе нужно начинать с этого угла. Ты будешь двигаться в эту сторону. Ну что, начнем. Берем аккуратненько. Вот так, обходим. И заливаем дырочки, обходим аккуратно. Так, палитру я пока положу. Мне так удобнее будет. Начинаем заливать весь лист вот такой акварелью разведенной. Потом мы с тобой будем добавлять туда другие цвета. Дырочку обходим аккуратненько. Смотри, где-то у меня получается светлее, где-то темнее, насыщеннее. В этом также есть своя прелесть в работе с акварелью. Ну вот я почти залила весь лист. Вот так у меня получилось. Немножко распределю эту красочку, которая у меня в капельку собирается. Вот так. Что мы делаем дальше? Я хочу добавить немножко другого цвета. Опять же, смотрю на выкрас. Можно сделать на любой акварели такой выкрас. Ты тогда точно будешь понимать, какой ты цвет хочешь использовать. Потому что то, что у нас находится в красочке, не всегда понятно, какой цвет. А когда у нас есть выкрас, мы точно знаем, какой цвет будет на бумаге. Поэтому я беру вот такой цвет, такой кирпичный.
Также добавляю водички, развожу ее жиденько и начинаю в наш листок местами вливать этот коричневый цвет. Так, у меня уже здесь подсохло. В этом месте я сделаю половину листа примерно вот так, с добавлением такого цвета. Посмотри, как получается интересно. Теперь я хочу добавить слегка такого фиолетового цвета. Фиолетовый у меня вот в таком отдельном боксике. Я также разведу его. Он у меня очень насыщенный, поэтому много я делать его не буду. И добавлю с этой стороны вот так. Немного получилось. Но ничего страшного. Для этого нам нужна тряпочка. Мы немножко промакиваем кисточку. И вот распределяем. Можно добавить воды. И вот так распределяем. Теперь я хочу еще и зеленого добавить. Вот так, чтобы они смешались. Так как уже здесь подсохло, можно слегка добавить зеленого цвета. Так, вот здесь у меня пошел тоже смешиваться цвет. Добавлю фиолетового побольше. Вот такой у меня листочек получается. Оставлю этот листочек высыхать. Займусь дальше следующими. Займемся вот этим цветком нижним. Я возьму вот такой цвет. Также развела водичкой. Вот так. Видишь, у меня получается несколько цветов. Я ими уже могу пользоваться. И заливаю цветочек полностью. Так, он у меня получился очень насыщенный. Немножко добавлю на кисточку воды. И получается сразу же его и развела тут. Такая техника называется по-мокрому, когда мы разводим водичку и добавляем прямо сюда цвет. Так, вот так у меня получилось. Теперь я добавлю сюда, сделаю это вот так. Посмотри, как они растекаются, смешиваются. И добавлю фиолетового. Фиолетовый я добавлю вот сюда вниз. Хочу немножко осветлить кончики. Немножко сейчас подсушу, здесь много получилось воды. И добавлю пятно фиолетового. Вот, оставлю пока так цветок. И начну тоже делать самое, но с другим цветком. Сначала полностью залью цветок этим цветом. Такой более холодный, более розовый цвет. Сразу же, если мне что-то не нравится в эскизе, я сразу же кисточкой поправляю на месте. Делаю, например, или шире, или наоборот уже листочки. И то же самое сделаю, но только по центру. Возьму коричневый цвет. Вот так краска смешивается друг с другом. И, наверное, чтобы у меня получился более насыщенный цвет, возьму прямо
краски. Вот так. Капельку фиолетового. Сейчас она немножко разойдется. Помогу немножко ей. Вот с этим немножко надо подсушить вот в этом месте. Но я его потом еще доработаю. Теперь я буду работать с бабочкой. Возьму, размешаю вот такой цвет и полностью залью. Он у меня будет полупрозрачный, вот такой. Полностью бабочку залью. Пока остановлюсь только на половине тела, чтобы у меня не успело подсохнуть то, что я залила. Возьму теперь чисто черный цвет и сделаю несколько пятен, таких, чтобы они растеклись вот таким образом. Добавлю воды чуть-чуть вот сюда, что у меня получилось, что подсохло. А сюда я хочу добавить прямо желтого, наверное, цвета какого-то охристого. Чуть-чуть добавлю кирпичного сюда цвета. И опять сюда добавлю вот сюда в голову вот так вот пятнышко черное. Вот оно так расползется сейчас красиво. Так. Возьму черный на кончике и аккуратненько нарисую усики бабочки. И на второй также. Вот так. Пока оставим. Все мне нравится. Единственное, что я сюда пару черных пятен добавлю. Так. И вот так. Вот, отлично. Ну что, начнем вторую половину закрашивать. Беру снова разведенный мною подготовленный ранее цвет. Теперь я не буду соприкасать, потому что у меня сейчас лист немножко повело. И если я соприкасать начну, то у меня убежит тело бабочки в крыло цвет. А я не хочу пока смешивать. Я хочу, чтобы у меня осталась граница такая. Так. И все то же самое, что мы делали с правой стороной, сделаем с левой. Единственное, конечно же, мы не роботы, и акварель тоже очень самостоятельная краска. И по влажному все получается так, как захочет краска. Видишь, как красиво растекается. О, красота. Тут самое главное тоже не переборщить. Все, пока оставлю. То они сейчас уже начнут смешиваться очень сильно активно. И с нижним крылом немножко я его еще раз влажной красочкой пройдусь.
Добавляю мохру. Так. Убираем пузырьки, которые у нас получились. Они нам не нужны. Еще я хочу немножко, прям капельку зеленого. Тут вот добавить для живописности. Усы подсохли и стали полупрозрачные. Хочу немножко добавить в них цвета, чтобы они были более насыщенными. Но делаю это очень аккуратно. Вот так. Рисуем следующий цветок. Вот, кстати, посмотри, здесь подсохло. И я, наверное, добавлю все-таки такого фиолетового, прямо чистого, чтобы он все-таки был поэффектнее. И немножко воды. Так. Так и будет получше. Давай-ка мы сделаем этот цветок наоборот. Мы его возьмем вот так, этот цвет кирпичный. И буду добавлять в этот цвет вот так розовый. Я взяла его прямо не разведенный, а насыщенный, чтобы он дал нам более яркий цвет. Так, сейчас он смешается. Видишь, тут как интересно, какие переходы получаются. Немножко возьму подсушенной кисточкой, соберу цвет по краям. Вот так. На вот этих верхних листочках. Хочу, чтобы они были такие прям полупрозрачные. И добавим, опять же, прямо с красочки фиолетового. Вот так. И оставим это все в покое. Теперь оно само живет личной жизнью своей. Вернемся к листочкам. Оставим этот листочек пока так, посмотрим, что дальше будет. Беру вот этот вот листочек большой и полностью его закрываю зеленым, жиденьким зеленым цветом. И начинаем экспериментировать. Снова добавим фиолетовый. Пока тут все влажное, вот так по краешку запустим фиолетовым. Хочу прямо охристый добавить, например, вот здесь. Немножко не хватает мне насыщенности, поэтому я беру зеленый
Добавляю его посередине. И теперь буду немножко разгонять мокрой кисточкой. Такими пятнами. Хочу еще вот здесь сделать побольше. Кончик делаю более насыщенный. Также, наверное, сделаю вот тут. Возьму охру, сделаю ее немножко жидковатой и нарисую вот этот маленький листочек. Охрой. Также залью его полностью охрой. И также зеленым цветом в некоторых местах буду добавлять сочности. Можно сюда добавить немножко коричневого. Вот так. И вот в этом месте я добавлю фиолетового. Что я думаю по поводу бабочки? Хочу бабочке сделать голову чуть-чуть потемнее. В этом месте добавляю немножко темного черного. Так. И немного воды. Вот так лучше. Давай этой же охрой зальем вот этот цвет, этот листочек. К моему великому сожалению, в конце у меня получилась какая-то накладка, и последний листочек я не смогла до конца записать. Но я покажу, как он получился. Вот такой листочек у меня получился, и в итоге вот такая работа у меня получилась. Вот такие красивые подтеки. Я надеюсь, что у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.